В этом году особенно хочется уделить внимание теме здоровья. И мы уже раз 6 в мае поели суп с крапивой майской, очень вкусный и полезный. И хочется с вами поделиться рецептом, так как кухня на балконе наша открывается рецептом оладий с крапивой. Ну что, та-да! We're cooking nettle pancakes. Ладушки из крапивы. My friends, the recipe of the nettle little pancakes you can see down the post. Друзья, приступаем к летним оладушкам на свежем воздухе. Так, разогреваем масло. Вот наше с вами тесто. Мы подготовили, смешали его с крапивой, которую мы ошпарили, промыли и щавелем. Или масло, нагреваем, чтобы оно нагрелось. Я одеваю свой фартучек, потому что будет плескаться, пока нагревается. Друзья, вы ждете? 4-я часть «Дивергента» в этом году выходит. Ждете? Я этот фильм очень люблю. Очень люблю. Особенно люблю, знаете, первую часть. Как-то она мне больше всех в душу запала. И вот как-то я ее прям с удовольствием пересматриваю. А сейчас кажется, что прямо она, да, прямо в тему эти фильмы. Помните, еще одновременно выходил фильм «Бегущий по лабиринту» и «Голодные игры» примерно там. А вы знали? Сейчас я, подождите, оладушки положу. Я хочу вам одну интересную вещь рассказать, которую я недавно узнала. О, включаю все. Я буду делать маленькие, чтобы они у нас прожарились. Такие хорошие будут. Можно вообще эту траву измельчить, щавель с крапивой, и они у вас будут зеленые, как на картинках. Но я, честно признаюсь, люблю, когда я знаю, что я ем. Не просто какой-то цвет и тесто, а когда есть прямо, может быть, даже хруст травки сохраняется. Но это я. Вы делаете, как любите. А вы знали, что дивергент это означает рассеивающий тьму? А еще, что интересно, у дивергентов есть полная противоположность, а это конвергент. То есть это человек, который, ему ничего не интересно, даже что-то очень необычное его не интересует. В то время как дивергент это человек, который, наоборот, он не принимает банальность, на него не работает система. Представляете? Хотя я думаю, что в каждом из нас есть и дивергент, и конвергент. Но, согласитесь, от Бога у нас только дивергент. Я думаю, что Бог сам дивергент. Знаете почему? Потому что когда смотришь листочки, природу, цветочки, ни один цветочек не повторяется. Нету системы. Дерево растет так, как оно хочет. Плюс биологические какие-то моменты, да, откуда больше травы, откуда больше солнца в ту сторону, это понятно. Но его сама красота, она бессистемна. Каждая веточка уникальна, как наши отпечатки пальчиков, как полосочки у зебры. Вот такие у нас оладушки получаются. Мы еще сметанки добавим. Так что поторопитесь, друзья. Самая вкусная майская крапива еще есть пару дней. Полезно. Очень люблю. А дальше вот в этой, как ее назвать, четверологии, у дивергент, он развился в инсургент. То есть дивергент это у нас рассеивающий тьму,
А инсургент – это уже человек, который участвует в вооруженных восстаниях против устоявшейся власти, которая уже слишком застоялась, не дает жить. Их еще называют мятежники. Но согласитесь, вот насколько это сейчас актуально, когда кто-то развивает только свой Капитолий, Кремль или Кабалу, так естественно, что рождаются инсургенты. И вот, кстати, фильмы, которые шли параллельно, и, на мой взгляд, они очень похожи, «Голодные игры», «Сойку-пересмешницу» можно смело назвать инсургентом. Так, моя ладошка уже трепается. Вот это почему-то прилипла, девочка. Давай, моя хорошая. Дивергенты есть вторая часть. Вот инсургент, это я вам рассказала, третья. А есть вторая. Там за стеной, да, как-то вот такое название. И тоже очень похоже на фильм «Бегущий по лабиринту». Причем меня очень поразило, что эти же фильмы, они сняты практически одновременно, написаны фильмы, книги, сценарии. То есть это в воздухе витает. Знаете, вот как с этой атомной бомбой, да, она не была изобретена одним единственным человеком, она была изобретена в нескольких точках одновременно. То есть это как бы получается какая-то система сверху, да, какой-то ответ сверху. И сейчас, когда мы знаем, до чего уже доходит система, до адреналинохрома, до использования детей для какой-то своей бессмертной жизни, да, это, согласитесь, это уже неотъемлемая часть капитализма. Сначала у нас ставится система, люди в систему, а потом уже просто полная эксплуатация людей, их детей. И это неотъемлемая часть капитализма, это кабала. Вот. И нам, конечно, с вами, я не устану, наверное, об этом говорить, что нам нужно понимать, какой мы хотим мир будущего. И, конечно, в мире будущего нам очень нужны дивергенты. И вы знаете, вот я, наверное, скажу своими словами, что, наверное, вы эти готовы, да? Сейчас я пока их... Давайте вот эту порцию. Девочка. Так. И продолжим. Я бы хотела своими словами сказать очень умное изречение Жака Фреско. Это футуролог, социальный инженер. Это очень, кстати, нужная профессия для будущего. К слову о том, что я уверена, с детства была, что в нашем мире наших ресурсов достаточно для каждого, да? Вы понимаете, просто мы все сейчас это видим очень явно, и спасибо такому общению, что мы можем видеть, что происходит в каждом уголочке мира. У меня есть знакомые в Аргентине, в Голландии, в Англии, в Таиланде, да, в Испании, Греции. И есть возможность пообщаться и спросить, а как у вас там. И люди расскажут, потому что сейчас об этом думают все. И, конечно, мир придуман, он продуман полностью. И здесь есть место как для каждого человека, так и природных ресурсов. И вот ключевое, Жак Фреско, он сказал такую вещь. Я передаю смысл. Что если человек, живя на Земле, находится в оторванности от природных ресурсов, которые есть на этой Земле, то есть он не получает с них, да, он с ними не взаимодействует никак, как мы. То есть у нас есть все, но мы с этим никак не взаимодействуем. То, что есть на Урале, эти компании находятся в Москве. Компании, которые находятся в Москве, ими владеют немцы, ими владеют другие компании, я думаю, что по всему миру, которые каким-то образом государственно скупили англичане и Израиль. Я своими глазами видела и делала съемку для занятий по режиссуре о том, как целые вагоны шли в Германию, то есть собственность Германии написано, просто с Урала. И видя, насколько у нас закрыта система, то есть охраны очень большое количество, не дают смотреть, то явно именно вот это все вывозится, и мы это видим, и мы это чувствуем, поэтому народ и сердится.
Так вот, когда человек живет в оторванности от природных ресурсов, которые на его земле, то, скажем простым языком, он не может нормально соображать. У него нету связки вот прямой, правильной. Мы с вами крапивным оладушком Nettle Pancakes. We will be doing the tea with herbs. Мы будем делать чай с травами. Что у нас здесь? Здесь у нас мята, тимьянчик с фиолетовыми цветочками и клюква. Клюква больше подходит, лесная. И именно такая она у нас и есть. И также у нас здесь лимонный корень. С клюквой лучше добавлять сахар. У нас уже, как видите, есть. Чайник у нас вскипел. И что? Кладем травку. Вот такая у нас будет красота. Так, ягодки. Вот. Вот. Ягодуськи. Итак, заливаем. How it's beautiful. It smells like forest. Now we cooked the little nettle cupcake. Now we cooked the nettle pancakes and the tea with herbs. Let's try. Хочу вот эту. Ями, ями. Очень вкусно. Ну что, до новой встречи. Пока. Я забыла сказать, что когда заварятся ягодки, чай заварится, обязательно подавить. А еще, знаете, хотела вам сказать, что есть такой древний закон жизни, который мы забыли. Что во всем, что вы делаете, должно быть 4 вещи. Безопасность, свет, труд с пользой и удовлетворенность. Ну что, до новой встречи. Пока.